Друзья, всем привет! Сегодня 10-й день 22-го сезона PvP режиме. Мы сегодня проведем с вами еще 10 каток. Давайте посмотрим, на каком месте я сейчас нахожусь. Это 32 место. По факту мне надо много выигрывать и надеяться, что все игроки, которые находятся сейчас выше в топе, будут проигрывать свои катки, и я смогу подняться немножко больше и выше. И для вас, ребят, я еще оставлю ссылку в описании, где вы можете вписать количество сыгранных игр, винрейт свой и цену, за которую вы играете. Я, например, играю по 100, но есть ребята, которые играют по 40. И вы сможете посмотреть, сколько кристаллов за один сезон вы можете выиграть. Так что пользуйтесь обязательно. Ну и подписка и лайк с вас — это самая максимальная мотивация, которая для меня есть. Ну что ж, первый противник определен. Это Таранис. Он в костюме. По скиллам у меня не так все хорошо, как хотелось бы. И я очень сильно надеюсь, что это будет не его карта. Потому что на его карте сражаться с ним действительно очень и очень сложно. Ну что ж, погнали. Смотрим, что у него есть. У него диагоналки и двойная стрела. Ребят, мне больно, я так вам скажу. Но пока я его выиграю, и в принципе я понимаю, что он, возможно, не так сильно прокачан, не так хорошо. Да, ребят, есть первая победа. Всегда приятно начинать с победы. Это, наверное, девиз и лозунг нашего сезона целого. Отлично. С 50 кристаллов я ложу себе в карман, и мы двигаемся дальше. В надежде на то, что действительно будет очень-очень классные противники попадаться. Ребят, ферма, которую я вам показывал в прошлом ролике, действительно решает. Так что обязательно делайте акцент на ней, чтобы выигрывать больше каток. Сейчас у меня двойная стрела, заморозка и повышение хп, но у него есть укрывающийся щит. Это, ребят, боль, вам честно скажу, и карта его. Но хорошо, что я в него сразу попал. И смотрите, что он делает. Он играет довольно-таки умно и прячется, ребят, за колоннами. Соответственно, я пытаюсь его пробить светом, а он меня пытается пробить разрядом. Но посмотрим, что с этого получится. Пока я доминирую в этой катке, но, ребят, пару тычек от Тараниса, и это все может поменяться. Напряжно. Я тоже так не люблю, когда против меня играют, но иногда и сам так играю, прячусь за колоннами. Так что тоже используйте эту тактику. И мне надо попасть в него всего лишь пару раз. Ребят, смотрите, а у меня уже хп меньше, чуть-чуть больше сейчас, выровнялись. И да, отлично. Это еще одна победа, но это все, ребят, на такого тоненького сейчас происходит, что просто жесть. Может, это будет мой лаки день? Не знаю, давайте смотреть. 51 секунду я с ним сражался. Это действительно очень много. Двигаемся дальше, смотрим, кто нам попадает. Ребят, новый противник определен. Это Анир. Он немножко по хп меньше меня, но по скиллам, смотрите, я беру нетопыря, конечно же, ярость и токсический удар. Посмотрим, что получится с этого. Я всегда переживаю, когда играю против Анирах, потому что они действительно бывают очень сильные. И у него по факту больше хп, чем у меня. Ну что ж, давайте пробовать. Пока я в него не пробиваю так сильно, как хотелось бы. Нетопырь один есть, это очень и очень хорошо. Он, кстати, очень умело пользуется бумерангом и попадает в меня. По ХП мы немножко выровнялись, и я надеюсь, что все-таки это будет победа. Хотя смотрите, как он меня сносит, ребят. Уже преимущество крит, и все. Крит все решает. Ребят, еще одна победа. Странно, почему он лежит. Не читер ли ты часом? Да нет, вроде нет, но это игрок с команды МИД. Сильные игроки там играют, но я не могу понять, что он лежал. Это что-то смахивает на то, чтобы добивать клонами противника, который тебя уже убил. Окей, не будем акцентировать на этом внимание. Следующий противник определен. Ребят, это Хеликс. Я вижу, что он с бумерангом, но у нас двойная стрела плюс атака. И давайте возьмем мастер уклонения. Все-таки Хеликсы, они тоже довольно-таки опасные игроки. Так, ребят, смотрите, карта мне очень подходит. Да я даже не двигаюсь, это очень слабый противник попался. Рандом, что ты делаешь? Лаки день реально мой сегодня. Так, окей. Есть победа, остается 6 каток. Давайте двигаться дальше, посмотрим, кто на этот раз нам попадается. Еще бы таких побольше игроков, как Хеликс. Ребят, сейчас нам попадается тень, но я думаю, что здесь ХП надо взять, атаку. И давайте наверняка возьмем мастер крит урона. Главное попадать по тенью. Тень тоже довольно-таки опасный может быть игрок, тем более, смотрите, у него есть мечи, и, я думаю, нет. Тут все тоже довольно-таки просто будет, это будет еще одна победа, ребят, хоть я его не могу сейчас сильно так попасть, но окей.
Ну, это победа, это просто победа. Противник действительно слабей. Первые 3 противника были довольно-таки сильные, сейчас 2 не очень. И я надеюсь, что дальше будет так же самое, потому что второй день подряд хочу сделать 10 из 10. Соответственно, 1000 кристаллов за 2 дня я вот так вот просто подыму. Окей, Хеликс следующий, он в костюме. Ребят, смотрите, я скиллы какие взял. У него коса, и я думаю, что сейчас будет что-то интересное. Он будет 100% приближаться ко мне близко. Так, ребят, смотрите, я попадаю, и Хеликс бегает тупо за мной. Я не знаю, что делать. Мне надо попадать в него больше. Вау, 8000 крит. Ребят, это, походу, поражение будет. А это может быть новая имба. Нет, супер, это победа. Фух. Это была очень тяжелая катка, ребят, потому что, Хеликс действительно интересный, и, возможно, это будет новая имба или новая мета в PvP-режиме. Хеликс с косой, который бежит к вам в упор. Подумайте об этом, и если кто-то хочет затестировать, обязательно тестируйте. Смотрим на следующего противника, который нам попадается. Прогружается он как-то очень долго. Это, ребят, Лина, но по скиллам, в принципе, у меня очень-очень хорошо. Я думаю, что может быть, это победа. Смотрите, она берет укрывающийся щит, но это мне не очень нравится. И, ребята, она стоит на месте и прыгать чуть-чуть начинает. Так, надо подходить к ней в упор и тупо разматывать. Собственно, что и происходит. Еще одна победа. Это игрок с ником Арт, которого мы благополучно выигрываем, ребят, и будем двигаться дальше. Остается 3 катки, и довольно-таки хорошие сегодня противники, добротные попадаются. Есть новый противник, ребят, это тоже Анир. Я обязательно здесь беру пылающий удар, атаку и, конечно же, укрывающийся щит. Давайте смотреть, что по факту получится. Так, смотрите, вау, он в меня попал, и сразу 2 клона. Как? 4 клона, 6, ого! Я не знаю, что делать на самом деле. Я просто двигаюсь, ребят. Смотрите, у меня хп, в принципе, одинаково с ним. У него 8. Но его клоны реально очень-очень больно бьют. И, ребят, не знаю. Ого, он крит мне выдал. Что ж будет? Да, 22 хп, вы можете себе вообще представить. Не зря удача мне сопутствует в мой день рождения. Ребят, еще одна победа, действительно катка очень серьезная. Извини меня, что я тебя так выиграл, но 22 хп осталось. Это, конечно, пушка просто. Следующий противник, ребят, определяется. Кот с посохом, но это что-то новенькое. Хотя вот у этого скина есть возможность возродиться. То есть он работает так же само, как и Райан. Давайте смотреть, что получится. Смотрите, кот с посохом, у меня не топыри, в принципе, двойная стрела, все хорошо залетает. Как только начнут лететь коты от кота, тавтология, да, это будет очень больно. И смотрите, что по факту и происходит. Он возрождается, 12 тысяч хп, у меня 15. И смотрите, что коты со мной делают. Ребят, обратно еще одна катка на такого тоненького, что просто жесть. Реально, лаки день. Супер, это еще одна победа. Остается последняя катка, чтобы я сегодня сделал 10 из 10 и закрепился в топе и поднял, соответственно, свой винрейт. Попадается нам следующий противник, ребят, это Анир. По скиллам вы видите, какие я беру. Я сейчас надеюсь, что я его выиграю, хотя у него на 12 тысяч хп практически больше. Но главное попадать в него, особенно с критом. Так, залетает пару тычек по нему. И давайте смотреть, как-то он неумело двигается, ребят. Есть. Победа. Сегодня 10 из 10. Это реально очень круто. Так же само, как и в прошлом дне. 10 из 10. И если я не ошибаюсь, это уже 4-й день в PvP режиме, где я делаю 10 из 10. То есть 40 из 40 побед. Но это реально очень круто. Я сейчас нахожусь на 7-м месте. У меня есть большая надежда, что кто-то с моих коллег, которые играют выше, сделает ошибку, и я смогу еще выше подняться по рейтингу. Остается всего 4 дня до конца этого сезона и до конца этого челленджа. Мой винрейт составляет 85%, ребят, как-то так. В общем, вам всем спасибо, хорошего дня, а я пойду праздновать свой день рождения. Всем до скорых встреч, пока-пока.